Шизофрения. Его комната номер 6. Меня зовут Алексей, и ровно 4 месяца назад я перестал доверять своим ушам, а потом и глазам, а потом и тому, что я обычно называл реальностью. Все началось с мелочи. Я стоял у раковины в ванной, чистил зубы. Старая сантехника гудела. В трубах постоянно что-то ворчало, но жильцы дома привыкли. И вдруг сквозь этот гул я услышал шепот. Четкий, артикулированный, как диктор в наушниках. «Задвинь шторы, он смотрит». Я выплюнул пасту и замер. В квартире кроме меня никого не было. Жена уехала к матери 3 дня назад. Кот спал на диване. «Кто это?» – спросил я в воздух. Тишина, только капает кран. Я списал это на усталость. Последний месяц на работе был адом. Дедлайны, истерики начальника, бесконечные таблицы. Мозг просто устал фильтровать шумы. Знаете, бывает такое, кажется, что кто-то позвал по имени, а оборачиваешься – никого. Глюк слуха. Я закончил чистить зубы, выключил свет и пошел в спальню. Но уже в дверях меня накрыло ощущение присутствия. Кто-то стоял в углу прихожей, там, где темно. Я не видел его, я знал, что он там, формой отсутствия света. Я щелкнул выключателем. Прихожая была пуста, только моя куртка висела на крючке, и ее рукав странно топорощился, будто внутри кто-то притаился и замер. Я коснулся рукава. Пусто. Той ночью я почти не спал. В 3:15 меня разбудил кот. Он стоял на подоконнике в спальне, выгнув спину, и шипел на зашторенное окно. Шторы были задернуты плотно. Я их сам задвинул перед сном. Но по нижнему краю, там, где щель между тканью и полом, тянулась тонкая влажная полоса света. С улицы не могло быть света. Наш двор погружался во тьму после полуночи. Фонари часто горели в полнакала, но эта полоса имела цвет ржавчины и двигалась. Она пульсировала в такт моему сердцу. Я не подошел к окну. Вместо этого я накрыл голову подушкой и повторял про себя: это усталость, это просто усталость. Утром я позвонил терапевту, записался к неврологу. Невролог, молодая женщина с усталыми глазами, посветила мне в зрачки фонариком, попросила провести пальцем по носу, постоять на одной ноге. «Неврологический, Алексей, вы в порядке», – сказала она, печатая что-то в карте. «Но я замечаю некоторую тревожность. Вы хорошо спите?» «Нет», – признался я. «Галлюцинации на фоне стресса и депривации сна – обычное дело. Мозг начинает дорисовывать реальность. Пропишу легкие седативные и витамины группы В. Если через 2 недели не пройдет, приходите, направим к психиатру. Просто для исключения». Просто для исключения. Я тогда не придал значения этой фразе. Дома я открыл дверь своим ключом и сразу понял, что-то не так. Воздух был слишком плотным, как будто квартиру наполнили невидимым гелем, и пахло иначе. Не моим дезодорантом и кофе, а чем-то металлическим и сладковатым, как озоновый след после грозы, но в 100 раз сильнее. Я прошел на кухню. На столе лежала записка,
моим почерком. Они внутри проводов, не отключай вентилятор в ванной. Я не писал этого. Я точно не писал, но почерк был мой. Характерный наклон влево, странное написание буквы «Д» с пузиком сверху. В ванной работал вентилятор. Я вырос в этом доме и знал, что он сломан еще 10 лет назад. Я сам пытался его починить. Бесполезно. Но сейчас он вращался с низким ровным гулом, срывая паутину с решетки. Я выключил свет в ванной и прислушался. Тишина. Я снова включил свет. Вентилятор молчал. Я выключил свет, и через секунду он заработал снова. Электричество, оно было везде. В проводах, в розетках, в хрупком напряжении между моими нервными окончаниями. И в тот момент я понял, что галлюцинации здесь ни при чем, потому что вентилятор был реальным. Я дотронулся до его лопастей, они крутились. Я почувствовал ветер. Началось то, что я называю сдвигом. Через 3 дня я перестал выключать свет совсем, потому что в темноте дом становился слишком громким. Сначала я думал, что у меня соседи сверху включили телевизор на полную мощность, но речь, доносившаяся из стен, не была похожа на телевизионную. У нее не было источника. Голоса не накладывались друг на друга, они перебивали друг друга. Десятки, сотни голосов, шепот, крик, плач, смех одновременно. И иногда сквозь эту какофонию прорывался голос, который говорил со мной лично. «Ты думаешь, это в твоей голове?» – спросил он однажды, когда я брился. «Смотри внимательнее. В зеркале это не ты. Это маска, которую мы разрешили тебе носить». Я уставился в зеркало. Мое лицо было моим лицом, но что-то было не так. Зрачки расширены неравномерно, левый чуть больше правого. За моим отражением в глубине зала зеркальной бесконечности кто-то стоял. Крошечный силуэт в самом далеком отражении. Раз за разом. Он делал то же, что и я. Смотрел, брился, но с опозданием в несколько секунд. Я разбил зеркало кулаком. Осколки впились в костяшки. Кровь была настоящей. Боль настоящей. Значит, и то, от чего я бежал, тоже было настоящим. В тот вечер я позвонил жене. Сказал, что у нас в квартире кто-то живет, что голоса просят меня что-то сделать. «Что именно сделать?» – спросила она спокойно, но я слышал в ее голосе страх. Страх не за меня, страх передо мной. Она сказала, что вызовет участкового, что я болен, что мне нужно в больницу. Я бросил трубку. На 12-й день я перестал выходить на работу. Я заколотил входную дверь досками, которые нашел в подвале. Телефон выключил, потому что, когда он был включен, динамик трещал, и из него лезли те же голоса, только быстрее, злее. Мир снаружи стал врагом. Каждая машина за окном, каждое радио у соседей, каждая микроволновка, все они транслировали одно и то же – программу, сообщение, и я начинал понимать его смысл. Они говорили, что реальность – это договор, что все люди согласились видеть стулья стульями, а стены стенами, чтобы не сойти с ума от ужаса настоящего устройства мира. А я
случайно или нет, разорвал этот договор, я увидел щель. Теперь они, эти голоса, хотели, чтобы я пошел дальше, чтобы я открыл дверь, которую они называли комнатой номер 6. Я не знал, что это значит, но навязчивое знание росло во мне, как опухоль. Комната номер 6 была повсюду. В раскладке клавиатуры буква «Е» спрятана, но она есть. В нумерации домов напротив, между 5-м и 7-м домом, был пустырь, но по логике вещей там должен был стоять 6-й. Его не было, потому что он был здесь, внутри меня. Я лег на пол в гостиной, раскинув руки, и смотрел в потолок. Трещина в штукатурке изгибалась, складывалась в руну, в знак. Я моргнул, и трещина стала лицом. Оно улыбнулось. Оно было старым, азиатским, с длинными усами, как на старинных гравюрах. И оно сказала: «Ты боишься шизофрении, потому что врачи сказали тебе, что это болезнь. Но шизофрения – это не распад, это расширение. Ты слышишь столько голосов, потому что столько сознаний живет в одной частоте. Ты не один, ты множество, и мы устали тесниться в твоем черепе. Открой дверь, выпусти нас». Я сел, сердце колотилось где-то в горле. Я прошептал: «Какую дверь?» Лицо в трещине исчезло, но ответ пришел из кухонного крана. Капли выскакивали в морзянку. Я не знал азбуку Морзе, но понимал смысл. «Твою голову, твой череп. Это комната номер 6. Раскрой швы прямо сейчас». И тогда я встал, пошел в ванную и взялся стерилизатора бритву моего отца, старую, опасную, с перламутровой рукояткой. Я стоял перед зеркалом в ванной. Лампочка над раковиной моргала. 50 Гц. Стандартная частота переменного тока. Но я слышал в этом моргании не электрическую помеху, а голоса, которые слились в один. Стройный хор. Они пели. Между лобными костями щель. Чешуйчатый шов, как дверь. Клиновидный, как замок. Открой, выпусти свет, который ты принял за тьму. Я поднес лезвие к виску. Я не почувствовал страха. Я чувствовал облегчение, как будто всю жизнь меня душила удавка. И вот я нащупал край. «Там, внутри?» – спросил я у собственного отражения. Оно не ответило. Оно лишь склонило голову на бок, как собака, услышавшая странный звук. Я сделал первый надрез. Кожа послушно расступилась. Было больно, но боль казалась чужой, не моей. Из разреза не потекла кровь. Вместо этого оттуда засияло. Тонкий, золотисто-бледный луч ударил в зеркало, и зеркало треснуло пополам. И за трещиной в зеркале я увидел не стену, не кафель, а бесконечный пульсирующий коридор. И по нему шли люди, тысячи людей, все с моим лицом, все в одинаковой одежде, все с одинаковым выражением ужаса и восторга. Они направлялись к выходу, ко мне. Самый ближний из меня коснулся края трещины в зеркале своей рукой и улыбнулся. «Мы были заперты здесь, в твоем воображении. Ты думал, мы галлюцинации.
Но это ты, наша галлюцинация. Тело одно, а сознаний много. Пора сменить ведущего. Я хотел отшатнуться, но моя рука, та, что с бритвой, не слушалась. Она сделала второй надрез. Теперь луч стал шире. Коридор наполнился голосами, и эти голоса были счастливы. Я понял, что моя жизнь, мои воспоминания, моя личность – это просто один из них. Случайный, слабый, и они собирались его затоптать. В отчаянной попытке я вытянул свободную руку и вдавил зеркало обратно в стену. Осколки впились в ладонь. Я закричал, но они уже лезли. Один протиснулся в мою грудь, и мои легкие сжались, другой в затылок, и мир пошел рябью, как старая видеозапись. Я падал, но падал не на пол, а внутрь себя. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, мое собственное лицо в осколке зеркала. Оно смотрело на меня с жалостью и говорило: «Ты был хорошим хозяином, но теперь наша очередь». Я очнулся на каталке, скорая, сирена. Надо мной склонилась фельдшер с круглым добрым лицом. На моей голове была тугая повязка, пропитанная кровью. «Он пришел в себя», — сказала она кому-то за спиной. «Алексей, вы меня слышите?» Я кивнул. Голосов больше не было. Тишина. Абсолютная, пустая, стерильная тишина. Я обрадовался, подумал, что все кончилось, что это был приступ, психоз, и теперь таблетки все исправят. «Слышу», – прохрипел я. В больнице меня посмотрели и поместили в палату с мягкими стенами. Назначили нейролептики. Приходил психиатр, пожилой мужчина, с аккуратными седыми усами, и задавал вопросы. «Слышите ли вы голоса сейчас? Видят ли ваши глаза то, чего не могут видеть другие?» Я честно отвечал: «Нет, все кончилось, это был острый эпизод». Он кивал, что-то писал в карте, но в его глазах я читал недоверие или знание. На третью ночь в клинике я проснулся от того, что кто-то наступил мне на руку. Я открыл глаза. В палате кроме меня никого не было, но кровать была широкая, двухспальная. Я лежал на левом краю, а на правом, под одеялом, лежала тень. Не человек, не тело, просто уплотнение тьмы в форме человека. Она дышала. Она повернулась ко мне, и в том месте, где должно было быть лицо, открылась щель. «Ты забыл?» – спросила она голосом, состоящим из шороха простыней. Их не стало меньше, просто теперь я здесь одна. «Кто ты?» – прошептал я. Она протянула руку, невидимую, но я почувствовал холод ее пальцев на своей шее. «Твоя комната номер 6. Ты просто переехал из головы в мир. А я всегда была здесь, снаружи, ждала, пока ты откроешь дверь изнутри». Я закричал. Прибежали санитары, включили свет. На кровати кроме меня никого не было, но на подушке рядом осталась вмятина, глубокая, как от головы человека, который лежал здесь долгие годы. Теперь я пишу это в палате, где горят все лампы даже днем. Врачи говорят, что у меня ремиссия. Я принимаю таблетки, я никому не рассказываю о тени, потому что она просит меня молчать. Она сидит в углу, невидимая для всех, кроме меня.
Каждую ночь она шепчет. Твоя шизофрения не прошла. Ты просто научился нас не слышать. Но мы здесь, и нас стало больше на одного. Теперь ты один из голосов для кого-то другого, где-то там, в проводах, в капающем кране, в трещине на потолке. Кто-то сейчас услышал твой шепот. Задвинь шторы, он смотрит, и он подумает, это усталость. Но это ты, это всегда был ты. Я не знаю, правда ли это. Может быть, я просто болен, а может быть, болезнь – это единственная правда, которую нам позволяют иметь. Главное, не выключайте свет и никогда, слышите меня, никогда не смотрите в зеркало в 3:15 ночи, потому что в тот момент, когда вы увидите за своим отражением бесконечный коридор, будет уже поздно. Они уже здесь, и один из них – я. Спокойной ночи. Ваша комната номер 6 ждет вас.